Начнем, как обычно, с предыстории. В Санкт-Петербурге существует множество памятников архитектуры и артефактов из натурального камня, которые вызывают много вопросов у современного обывателя. Портик нового Эрмитажа украшают 10 фигур атлантов работы скульптора Теребенева из серого сердобольского гранита, стоящие на постаментах из гранита Рапакиви и поддерживающих архитрав. Согласно преданию, одинаковые скульптуры атлантов, достигающие 5 метров, были выдолблены из натурального цельного камня, и работа эта продолжалась в течение 2 лет, 150 камнетесами в середине 19 века. Делали эти скульптуры они с уменьшенного образца, который был выполнен скульптором Гальбигом, и образец этот был выслан из Мюнхена. В коллекции Эрмитажа находится коллекция ваз из цельных пород, которые поражают своим размером и мастерством их выполнения. Ваза из таганайского авантюрина. Вес вазы более 1,5 тонн. Изготовлялась в Екатеринбургской гранильной фабрике с 1835 по 1840 год. Еще 2 года понадобилось на доставку этой вазы до Санкт-Петербурга. Чаша из родонита. Екатеринбургская гранильная фабрика, 1859-1868 год. К сожалению, вес не всех ваз известен, как неизвестна история изготовления и доставки многих ваз. Ваза из трещиноватого кварца, ограненная золоченой бронзой, 1802 год. Екатеринбургская гранильная фабрика. Ваза из каргонского порфира, 1808 год. Колыванская шлифовальная фабрика. Все эти вазы возглавляет большая колыванская ваза, которая изготовлена из зелено-волнистой яшмы, и вес которой составляет 19 тонн. В 1815 году на Ревневской каменоломне Алтайского горного округа рабочие под руководством Калычева расчистили от осадочных пород довольно крупный утес зелено-волнистой яшмы. От него начали отделять камни, пригодные для создания больших чаш. Через 4 года в той же каменоломне был обнаружен монолитный 11-метровый участок. От этой находки удалось отделить монолит длиной 8,5 метров, который из-за трещины пришлось разделить на 2 неравные части. Пригодной для работы была признана большая часть камня, имевшая длину 5,6 метров. Вскоре после этого управляющий колыванской фабрики Лаулин представил кабинету Александра I модель и чертежи добытого монолита яшмы. 21 ноября 1820 года из Петербурга пришел ответ с рисунками и предписанием об изготовлении эллипсовидной чаши. Автором проекта стал архитектор Мельников. К работам приступили в феврале 1828 года. С помощью 230 рабочих в течение 8 дней камень был вытащен к камнетесному сараю и поднят на метровую высоту. Первичной обработкой монолита занимались около 100 мастеров. Примечание. Интересно, как они не мешали друг другу. После чего в 1830 году камень уложили на дровни и вручную силами 567 человек передвинули глыбу на 30 верст в Колывань. На фабрике рабочие занимались обтеской полотенца в кавычках чаши верхней части. После чего в 1832 по 1843 года создавалась емкость чаши, наносился орнамент и полировалась поверхность яшмы. К этому же времени был найден камень для пьедестала, в котором просверлили отверстие для стального стержня, перрона, соединяющего постамент с ножкой чаши. 19 февраля 1843 года поезд из впряженных в особые сани лошадей от 154 до 180 в зависимости от рельефа местности повез чашу из Колывани в Барнаул. Из Барнаула обоз двинулся на Урал, на Уткинскую пристань реки Чусовая, где чашу подетально загрузили на плоты и отправили водным путем по Чусовой, далее по Каме, далее по Волге бурлаками и затем по Мариинской водной системе в Неву. Через полгода чаша была доставлена в Петербург. Однако баржа с ней довольно долго стояла на фонтанке у Анечкового моста. Тем не менее, каменное изделие выгрузили у набережной Невы рядом с Эрмитажем. В 1845 году вазу было решено поместить в проезд здания нового Эрмитажа. 4 года для нее сооружали специальный фундамент. Осенью 1849 года 770 рабочих поставили чашу на место. Здесь же к вазе добавили украшения из бронзы, венок из дубовых листьев. Вот такая интересная 30-летняя история появления этой вазы предлагает нам официальная история. Несмотря на то, что согласно этой истории абсолютно все работы над камнем производились вручную сотнями камнетесами, можно найти макеты цехов камнерезных заводов того времени, и на них можно лицезреть некоторые механизмы для обработки и обтески камней. Еще один артефакт, который поражает воображение современной общественности. Это баболовская чаша или ванна. Иначе ее называют царь-ванна. Выполнена из цельного гранита и весит 48 тонн. Высотой почти 2 метра, диаметром 5,33 метра и глубиной более 1,5 метров. Информации о процессе изготовления этой ванны немного.
Предположительно, изготовил эту ванну гений-самоучка-камнетес Самсон Суханов и сделал он ее вручную, как он вручную делал все свои творения. В официальной информации об этой ванне есть противоречия. Так, согласно одним источникам, ванну полировали целых 10 лет с 1818 по 1828 год. А вот писатель и историк Павел Свиньин писал в отечественных записках за 1818 год о том, что в этом году ванну Суханов закончил. С этой ванной существует немало загадок. Предположительно, ванна была заказана инженером Бетанкуром, камнетесу и подрядчику Самсону Суханову. Мастер для этого попросил доставить кусок гранита с вкраплениями лабрадора весом более 160 тонн. Увы, но нет никакой информации, как доставляли этот кусок гранита и как поместили в Баболовский дворец уже готовое изделие. Есть информация, что фашисты во время оккупации Царского Села во время Второй мировой войны хотели забрать эту ванну себе, однако не смогли ее ни поднять, ни передвинуть. А ведь дело происходило в середине 20 века, то есть в начале 19 века ванну переместить могли, а в середине 20 века уже ничего с этой ванной сделать не могли. А ведь уже была механизированная техника, краны. Второе. Легенда гласит, что ванна изготовлялась вручную, без применения каких-либо механических инструментов и приспособлений. Толщина стенок ванны 45 см, как показывают современные исследования. Научные расчеты подтверждают, что это минимально возможная толщина, которая способна выдержать объем воды, заливаемый в ванну. Как смогли обеспечить ровную толщину стенок огромной чаши, выполняя работу вручную? И еще одна загадка. Как из ванны сливали воду, ведь в ней нет никаких отверстий. Как выбирались из ванны, ведь она достаточно глубокая и не имеет ступенек. Здесь возникает ощущение, что ванна была не закончена, или у нее было другое предназначение. Атланты, громадные вазы, гигантская ванна. Впрочем, здесь также можно упомянуть Александровскую колонну, выполненную из цельного куска гранитом весом 613 тонн, колонны Исаакиевского собора, также из цельного гранита весом 114 тонн каждая. Все эти артефакты породили множество альтернативных версий их происхождения. Ходят слухи, что без вмешательства инопланетных цивилизаций здесь не обошлось. Другая версия гласит, что Санкт-Петербург был основан не Петром I, а некоторой высокоразвитой цивилизацией атлантов, которые то ли перестали существовать после потопа, то ли просто улетели в другие звездные системы. Что с ними произошло, неизвестно, но суть в том, что Петр I просто откопал уже построенный город со всеми невозможными артефактами. Наверное, каждому из нас хотелось бы, чтобы мы оказались потомками этой цивилизации атлантов или гипербореев. Каждому, наверное, хотелось бы, чтобы они вернулись, вразумили нас, неразумных детей их, поделились бы своими технологиями, вернули былое величие страны, и Санкт-Петербург опять бы стал столицей мира. Но, увы, в этой бочке меда нашлась ложка дегтя, которая не спровергает последнюю версию. В коллекции Эрмитажа есть вазы, о которых исследователи обычно умалчивают. Это вазы из лазурита и малахита. Дело в том, что эти вазы не сделаны из цельного природного камня, а вазы сделаны из железа и только снаружи покрыты плитами натурального камня. Считается, что создавать колонны и стены из цельных кусков не совсем однородного и хрупкого минерала не удалось. Уральские мастера, заготовители камня, нашли оптимальный размер и направление распиловки камня, чтобы он был тонким и позволял покрывать любую поверхность – мраморную, металлическую, как мозаикой с подбором цельного рисунка. Затем полировкой добивались «сплошности» в кавычках покрытия, скрывая швы. Достигался эффект монолитности изделия. Такая техника получила название «русская мозаика» в кавычках. Полуколонны Исаакиевского собора также выполнены этой техникой, и колонны эти стоят с основания собора. Если с лазуритом все понятно, в крупных размерах в природе он не встречается. Но здесь может возникнуть вопрос. Может быть, малахита не нашли крупного настолько, чтобы было возможно создать целую, даже небольшую вазу. Но это не так. В Горном музее находится такой самородок. Малахитовая глыба поступила в музей в 1787 году. Вес глыбы 1504 килограмма. Малахит плотный, однородный, с красивым цветом и рисунком. Малахит был найден на Гумешевском руднике близ Полевского завода на Урале. Что все это означает? Это означает, что лазерной болгарки у старинных мастеров не было. Изготовление ваз, царь ванны и атлантов применением неким божественным 3D принтером объяснить нельзя. А сделать вазу вручную из цельного куска малахита из-за его хрупкости старинные мастера просто не могли. Вместо этих версий нужно искать другие ответы на эти загадки. И нужно пытаться все это объяснить рациональным путем. В
Вместо предисловия хочу привести отрывок из сказки Павла Бажова. Речь идет о 1905 году. Цитирую. «Французский мастер оглядел все, рукой опробовал и, видать, чего-то найти не может. А Евлаха навстречу ему усмехается. Цементу нет, не употребляем. Пасовался французский мастер, видит, на глаз дело не понять. А Евлаха подошел к станочку, достал сундучок, высыпал из него не меньше сотни малахитовых досочек и говорит: «Вот, погляди, барин, что из этой грязи делаю». Конец цитаты. Итак, что мы имеем на данный момент? Мы имеем позицию официальной истории о том, что искусственный камень изобрели только в 30-е годы 20 века в Советском Союзе. Остались такие авторские свидетельства на изобретение. Однако у меня есть большие сомнения по этому поводу. А когда такие сомнения у меня возникают, я иду в архив и проверяю информацию. А в архивах можно найти очень интересные упоминания. Книга 1838 года называется «Прогулка с детьми по Санкт-Петербургу и его окрестностям». Цитирую. На гравильной же фабрике наблюдательность его находит пищу в рассматривании того, как помощью рук и машин граниты, порфиры, агаты, яшмы, горные хрустали, мраморы, топазы, сердолики, халцедоны, бериллы, малахиты и прочее принимают тот прекрасный вид, которым мы восхищаемся. Ту воду, которая составляет отличительное их качество, и превращаются в дощечки, столы, вазы, урны, колонны, ножевые ручки, камни для перстней и прочее, и прочее. Конец цитаты. Возможно, некоторые могут сказать, что это некоторая аллегория. Но позвольте, называть твердый камень водой, камень, который мастер обтачивает годами, называть водой, некоторые минералы возможно обтачивать только алмазным резцом, например, кварц. У меня есть другая версия. Автор видел, что эти минералы измельчают в некоторый жидкий раствор, который он назвал водой курсивом. Но, пожалуй, такого упоминания будет мало. Идем дальше. Вот книга 1819 года. Здесь описан рецепт, как делать красивую искусственную яшму. То есть уже в начале 19 века это не было никаким секретом. Книга 1877 года. Драгоценные камни, их свойства, местонахождение и употребление. Читаем. Цены на агаты крайне изменчивы и простираются от нескольких копеек до 100 рублей за штуку. Самыми редкими и ценными агатами считаются розовые и с изумрудно-зелеными жилками. До сих пор они известны только в Уругвае. В настоящее время искусственно приготовляют сплавы, почти не уступающие природному агату. Конец цитаты. Обратите внимание, это предложение выделено ручкой. Дело в том, что до определенного момента историкам, которые читали книги в архиве, разрешалось делать такие пометки. И здесь стоит знак вопроса. Действительно, если посмотреть на природный камень агат, то сразу возникает вопрос, как в середине 19 века делали сплав, почти не уступающий настоящему природному камню с таким сложным рисунком. Еще в одном упоминании в этой книге рассказывается про вазы. Цитирую. В императорском Эрмитаже в Санкт-Петербурге хранится несколько больших ваз, столов и других крупных вещей из авантюрина. В Бозе, почившим императором Николаем I, была подарена Александру Гумбольдту за ученые исследования на Урале. Очень красивая большая ваза из авантюрина. В прошедшем столетии особенно славился искусственный авантюрин, изготовлявшийся в Мурано, близ Венеции. Вскоре после изобретения искусственного авантюрина секрет был утерян и только недавно опять найден. Конец цитаты. Интересно, что упоминание про искусственный авантюрин идет сразу после упоминания про вазы в Эрмитаже. А вот книга 1902 года. Положение о государственном промысловом налоге. Читаем. Статья 36. Обработка камней, камнетесные и каменные работы из мрамора, гранита, песчаника, кирпича и тому подобное. Годовая доходность на каждого рабочего. И здесь есть пункт. Производство искусственных камней, мрамора, гранита и прочее, и бетонных работ. За каждого рабочего 150 рублей. Конец цитаты. Обращаем внимание, судя по всему, производство искусственного гранита, мрамора не было никаким секретом, и эти работы приравнены к бетонным работам. А теперь я вам расскажу историю, которую знают во всем мире и только в России и историки, и исследователи делают вид, что этой информации нет. Одним из самых ранних был Коатстоун, первоначально называвшийся Лиса ди Пира. Керамика, созданная Элеонор Коат и производившаяся с 1769 по 1833 года. Позже, в 1844 году, Фредерик Рансом запатентовал кремнистый камень, в состав которого входили песок и кремниевый порошок в щелочном растворе. Нагревая его в закрытом высокотемпературном паровом котле, кремнистые частицы связывались вместе и могли быть отлиты или превращены в фильтрующие плиты, вазы, надгробия, декоративные архитектурные работы, наждачные колеса и точильные камни.
Затем последовал камень Виктория, который состоит из 3 частей мелко измельченного гранита Маунт Тоссорел и одного из портландцемента, механически смешанного и отлитого в форме. При установке формы разрыхляются, а блоки помещаются в раствор силиката соды примерно на 2 недели для их уплотнения и отвердения. Многие производители выпускали очень непористый продукт, способный противостоять агрессивному морскому воздуху и загрязнению воздуха в промышленных и жилых помещениях. Большинство поздних типов искусственного камня состояли из тонкого цементного бетона, помещенного в деревянные или железные формы. Его можно было сделать дешевле и равномернее, чем натуральный камень, и он широко использовался. В инженерных проектах преимущество заключалось в том, что транспортировка сыпучих материалов и их отливка вблизи места использования обходилась дешевле, чем перевозка очень больших кусков камня. Не отставала от всего мира и Россия, хотя здесь слово «камень Виктория» не использовали, но использовали другое слово, которое уже прозвучало – это портландцемент. Вот книга «Труды первого съезда русских зодчих в Санкт-Петербурге в 1892 года». Здесь упоминается искусственный гранит, который назван пирогранитом. Также здесь приведен доклад профессора Шуляченко, называется «О портландских цементах и их значении в строительной технике настоящего времени». Заходите по ссылке в описании, почитайте доклад, тут приведены цифры, сравнения. Можно найти документы Санкт-Петербургского товарищества для производства искусственного гранита. Другое название этого товарищества – для производства глухоозерского портландцемента. Я прекрасно понимаю, что возникнут вопросы, где рецепт приготовления, например, искусственного гранита. Мой ответ такой: читайте советские ГОСТы. Вот, например, документ «Портландцемент цветной». Тут и пропорции приведены. В них вы увидите, что ничего не стали менять в названиях. Портландцемент так и называется. Я ожидал увидеть что-то наподобие ленинский цемент, но все так и оставили. Даже используется слово клинкер, который также можно найти в документах царской России. Кстати, реставраторы из Русского музея прямо на своем сайте написали, что для реставрации мраморных бюстов в одном случае использовали силициновый цемент, а в другом портландский цемент. То есть это то же самое изобретение, которому уже более 200 лет. И цемент этот использовали не только для строительства зданий, как многие, возможно, напишут в комментариях. Все прекрасно знают, что в 19 веке умели делать искусственный камень. Возможно, здесь возникнет вопрос, почему это скрыли? Почему в царской России не принято было говорить, что гранитные монументы делали вовсе не из натурального камня? Смотрите сами. Если искусственный камень после затвердевания практически не отличался от настоящего ни цветом, ни твердостью, способов проверки на тот момент не было, то зачем говорить, что это искусственный камень? Россия в 19 веке была стремительно развивающейся державой, и поэтому стремились сделать все самое большое. Самую большую ванну, самую большую вазу, самую большую стеллу. И, наконец, завершающий аккорд. Я понимаю, что сейчас набегут люди, которые начнут заявлять, что все книги 19 века в архивах написали рептилоиды. И таким книгам верить нельзя. Здесь нужно показать что-то более весомое. Вернемся к нашим вазам в Эрмитаже. В Эрмитаже есть такая ваза из яшмы, которая также была сделана из цельного куска натурального камня. Ваза тоже не маленькая. При детальном рассмотрении можно увидеть торчащую арматуру. Вот такой привет от хозяйки Медной горы. Вот только арматура совсем не из меди. И у большой колыванской вазы также есть интересные детали. То ли следы неудачной реставрации, то ли есть еще одна техника наподобие русской мозаики, про которую мы ничего не знаем. На этом все. Если вам понравился этот ролик, прошу проголосовать за него. Также подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, и подписывайтесь на спонсорство. До следующего выпуска.